Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро. Чего он от вас хочет? По сути, это расклад Таро на отношения, в котором мы посмотрим его чувства, его мысли, его планы, но и в контексте того, чего или что хочет или чего добивается от вас загаданный человек. Ну, больше, конечно, мужчина. Ну и на женщину мужчины тоже могут погадать, посмотреть для себя, да. Настраивайтесь на свою ситуацию в отношениях, на своего мужчину, на свою женщину. А женщина настраивается на внутреннюю женщину, мужчины настраиваются на наружную женщину. Вот. Ну, начинаем, в общем. Начнем по традиции с 3 карт. Ну, это не традиционное такое, немножко. Вы же любите нетрадиционные расклады. Вообще, что происходит? Ну, вот здесь мужчина подает надежды. И вроде бы как либо взялся за ум, за голову и что-то предпринимает, да, что-то делает, как-то даже пытается вкладываться. Но хорошо бы было бы, если бы он начал вкладываться. Но перспектива вроде бы как здесь есть. Сейчас посмотрим дальше. 2 карта. Но есть ссора. Ссора, схватка, конфликт. То есть вроде было все перспективно и хорошо. Изначально 3 пентаклей, потом резко рыцарь мечей. Либо какая-то плохая новость, либо какой-то плохой поступок. То есть мужчина подавал надежды, да, с одной стороны. Ну вот вроде бы как подающий надежды. А тут на тебе. Либо стал резко неадекватный, агрессивный рыцарь мечей. Либо стал какой-то двойственный, либо с двойным дном оказался, да, такое часто бывает. Ну давайте еще 3 карту посмотрим. Ну, здесь маг. Тут может быть несколько вариантов. Либо мужчина изначально выдавал себя за одного человека, а оказался совершенно другим, то есть манипулировал. Ну и здесь конфликт возник из-за манипуляций. Маг о манипуляциях часто. Либо может быть, ну, все-таки 3 треугольник, появился кто-то третий и просто рассварив вас, да, рассорил. Ну, то есть рассорка могла быть. Давайте сейчас посмотрим, что здесь. Давайте посмотрим, о чем это 3 пентаклей. Ой, тут паш мечей изначально. Изначально этому мужчине не стоило доверять. Ну, партнеру давайте мы все-таки о партнере. Ну, мужчины о партнерше могут погадать, да. То есть изначально доверия не было. То есть за этим человеком нужно было, ну, пристально наблюдать. То есть сейчас проверяем, это манипуляция или... Далее, то есть тоже неоднозначность. И вы как бы, я так, либо о чем-то не догадывались, либо от вас что-то скрывали изначально, либо вы просто чего-то не понимали, или не хотели понимать, или не могли понять изначально. Может быть, вы сейчас не понимаете, да, вот вы можете на тут и сейчас смотреть, да, вы сейчас не можете понять. Ну и здесь 13-й аркан, смерть, да, то есть что-то непреодолимое. Была какая-то информация об этом человеке, о вашем партнере, которую вы просто либо не могли знать, либо не могли принять, потому что оно в вашем разуме не складывалось, да, то есть не умещалось. Ну, то есть вы не готовы были это принять еще. Поэтому изначально это, ну, это роковая карта рока, да, ну, роковых событий. Вы не рассчитывали как минимум на то, что партнер окажется таким. То есть было ли изначально или есть ли изначально в партнере что-то не так? Да, есть. Смотрите, он на вид кажется перспективным, адекватным. И здесь есть некая, ну, маг, это вот особенно если мужчина, то он такой вот серьезный достаточно, да, очень серьезный. А в конечном итоге, когда за ним начинаешь наблюдать или
приоткрывать какую-то завесу, или начинаешь его как-то подталкивать или проверять в каких-то действиях, да, вот тогда вот выходит аркан смерть, который все меняет в этих отношениях. Поэтому изначально эти отношения и были со слабым звеном в облике этого мужчины. То есть этот мужчина изначально не был тем, кем хотел казаться. Может быть, он старался быть лучше или старался что-то поменять, но здесь есть 13-й аркан. Он как бы в прошлом и в априори заложен как силы, противостоять которым не мог ни он, ни вы. То есть, ну, допустим, или характер он уже не мог поменять, или себя не мог поменять, или обстоятельства. Окей? Окей. Давайте теперь просмотрим. Здесь есть рыцарь мечей. И это вот прямая агрессия, угроза, нападение и ссора, непонятка. Да, вот давайте ее немножечко разберем. Первая карта. Первая. Ну, смотрите, а здесь будем обвинять мужчину пока что. Во-первых, характер у этого мужчины, ну, знаете, как львиный характер тяжело упрятать. Это же все-таки лев. Король жезлов, вообще это чистый лев, да, но вообще это может быть Овен, он может быть еще и, помимо того, что он лев, он еще и упрямый, да, как Овен, или стрелец, он еще и целеустремленный, поэтому тут... Но обвиняем мужчину, то есть мужчина не справлялся со своей энергией. У него этой энергии много, но и он, может быть, даже, еще раз повторюсь, и пытался ее как-то направить правильно, да, но она дикая, она необузданная. Дальше смотрим. Дело в мужчине, именно, видите? Мужчина достаточно вспыльчивый, учитывая то, что я здесь вижу. Здесь есть воздух и огонь, близнецы, и лев это вспыльчивая. То есть он сейчас спокойный, потом бах и взорвался, да. Давайте дальше. Ссора, да. Ну и здесь власть мужчины, контроль мужчины. О, пятерка жезлов. Смотрите, лев со львом. Здесь есть игра, то есть мужчина как бы заигрался. Он мог заиграться в своем характере, в своей ситуации, в обстоятельствах. Он мог изначально вам обещать одно, то есть одни правила игры. Вот они. Вот об этой карте мы сейчас говорим. А на самом деле были другие правила игры. Вы чего-то не понимали или не понимаете до сих пор. И оно сейчас так продолжается. Понимаете? И по сути он ввязывает здесь, мужчина, ввязывает женщину в эту игру. Это игровая карта, пятерка жезлов, извините. Иногда оговариваюсь, но я в контексте ее, я читаю, потом просто говорю не ту массе. Не страшно, я понимаю, о чем карта. Поэтому смотрите. Автором сценария, скорее всего, и даже и где-то, может быть, режиссером этой игры, или этой сцены, или этой... Но пока что это может выглядеть и как трагедия, мечи тут есть, и даже где-то как фарс. Да. Ну, это игровая больше карта, да. Ну, комедии я пока здесь не вижу, шута, да, но как фарс может быть. Ну, как трагикомедия где-то может быть, да, потому что игровые мотивы есть. Давайте еще посмотрим, в чем суть этой рассорки. Ну, мужчина заигрывается пока что. Семерка кубков, ну и ваши розовые очки. Все-таки, смотрите, вот эта семерка кубков, она о том, что вот эта вот двойка мечей и семерка кубков, они перекликаются в вас. Вы вот не обижайтесь, вы, конечно, партнерша, ну, особенно если женщина там умная, мудрая, но вам не хватило ни ума, ни мудрости разглядеть. То есть были некие такие шоры, розовые очечки, да, где
Ну вот он сумел сманипулировать и скрыть что-то, да, обыграть вас. Он как игрок вас обыгрывает просто. Поэтому здесь мы сейчас будем проверять, это все-таки это магия, не магия, но здесь больше вот ситуация, где игровой формат отношений идет, да, где мужчина так искусно играет какую-то свою роль, ну, автора сценария и режиссера, и еще там ответственного продюсера, и же с ними, да, то есть, где, ну, женщина просто где-то забывает свою роль. Но вот сейчас что чувствуете, можете поставить на паузу и написать, а какова ваша роль, не забыли ли вы свою роль и так далее. Ну, хорошо, давайте теперь посмотрим. Маг, да? Мы смеем предположить, что это характер и силы мужчины сначала, да? И с другой стороны, его магия, то есть именно мужская вот харизма или мужские флюиды, да. Либо это еще плюс постороннее влияние. Но я пока не вижу здесь прям, ну, намек есть, треугольник, ну, двойка мечей вроде бы, как он может между двумя. Ну, явно, чтобы что-то, кто-то там, ну, тут пока что мужчина, но как минимум он бы мог бы своей силой не поддаться на эту магию. Но мы сейчас будем опять проверять, есть ли жрица, да, поищем ее. Найдем или посмотрим. Окей, давайте смотреть. Ну, дьявол есть здесь, да, то есть такая карта, ну, сложная, да. Давайте еще сюда. Умеренность здесь есть. Знаете, этот мужчина запутался и запутался сам и запутал вас. Я могу предположить здесь, что кто-то магичил, химичил, потому что алхимия здесь есть, 14 аркан, вот он, умеренность. И здесь дьявол есть. Но больше здесь нахимичил мужчина. Вот вы напишите мне, пожалуйста, да, магичил ли там кто-то по дьяволу и умеренности, потому что это комбинация магическая, темной магии. Но все-таки у меня вот идет поток, мужчина именно вот накрутил, напутал, да, вот такое вот. И больше мне кажется, что это его магия, да, вот мне идет поток, что это его магия. Поэтому смотрите, скорее всего, мужчина сознательно или осознанно пытался запутать свою партнершу, женщину здесь, и она не понимала просто. Смотрите, вот почему я все-таки к тому, что это не магия, да, или это мужская магия больше, да, его чары, а не какая-то там третья особа. Вот он, паш, то, что нужно было разбираться. И вот это вот непонимание, вот. Как бы рулили явно не вы как женщина, а рулил здесь мужчина. Вот женщина здесь как была в маске, да, а мужской разум управлял этим всем. Окей. Поэтому смотрите, что вот это за маг такой, да? Это его изысканная, искусная манипуляция вами, вашим разумом, именно умом. И особенно здесь не везет тем женщинам, которые считают себя умными. То есть здесь игра интеллектов. Если вы женщина, шахматист условно, да, по складу ума, да, вот вы любите просчитывать. Так вот он тут тоже такой же самый, который просчитывает намного лучше. Понимаете, в чем дело? И он вас просто обыгрывает здесь. Окей. И вот давайте теперь смотреть. Начнем с того, что он думает о вас. То есть мы выявляем с вами по-настоящему манипуляцию. Вот что он думает по поводу вас. Манипуляция, да? Ну, смотрите. Во-первых, сейчас он в состоянии либо не, ну, знаете, как не в этом мире, десятка мечей,
То есть он или не жив физически, либо думает о том, что, ну, я-то уже всегда эту карту так толкую в этой колоде, да, что вы без него не можете жить. То есть, давайте так скажем, либо ему полностью все равно на вас, а так ему, скорее всего, потому что он понимает, что без него вы жить не можете, что ваша жизнь и его жизнь, или его вообще присутствие, напрямую влияет на вашу жизнь. То есть, каким образом? То есть, не будь его, не будь и вас, да, вот так. То есть, он понимает, что он вас к себе, по сути, привязал. Вот он, дьявол, дьявольская привязка. И вот она привязка, вот она. Это может навеивать на вас всякие мысли не очень хорошие, вот они. То есть, по сути, не он, не вы в его голове, а он в вашей. Он в вашей голове. Вот в чем проблема. То есть, смотрите, здесь что-то остановлено. То есть он понимает, что он чего-то достиг, и что дальше думать по этому поводу и не нужно. Он и так много думал, смотрите. Здесь паж мечей. И расклад у нас начинается с того, что уже закончились. Он ножны прячет, да, меч в ножны, а здесь они оголены, да, или достает. То есть он выиграл эту партию. То есть он довел до логического завершения то, что хотел. Ну, давайте посмотрим, что еще думает. Смотрите, он держит вас на крючке, паж пентаклей. Он постоянно вам дает шанс. Этот человек. И вот даже его манера поведения с вами: ушел, появился, ушел, появился, ушел, появился. Вот он, десятка мечей, а потом появился, пропал, появился, вышел на связь, перестал связываться. То есть он сознательно или осознанно держит вас в качелеобразном формате связи. Страдает ли он, когда нету у него связи с вами? Нет, не страдает. Кто страдает? Вы страдаете. Почему? Потому что здесь дьявол. И у него по дьяволу огонь на огонь идет. Он от этой стихии не страдает. У вас вы закипаете внутри. Начинает у вас подниматься температура, подниматься давление, подниматься мысли, подниматься, может быть, там адреналин и так далее, что угодно. Подниматься, да, то есть, но вам его молчание, видите, он молчит искусно, да, прячется. Вы от этого молчания страдаете сердцем и душой. 13-й аркан, который мы наблюдаем, он проявляется вот еще здесь. Понимаете, в чем дело, да? Давайте теперь посмотрим, что еще он думает о вас. Смотрите, этот мужчина четко понимает, что контролирует ваш разум и вашу душу, и что вы околдованы им. Здесь никакой посторонней магии, скорее всего, нету. Если в вашем конкретном случае вы знаете, что есть соперница, если вы вдруг знаете, что есть соперница, вот она луна и вот она магия, тогда этот мужчина оторван полностью от реальности. То есть он вроде бы как себе в голове полностью себя контролирует, а на самом деле там власть женщины скрытая. Все. И он тогда о вас не думает. Если вы четко знаете, что этой соперницы нет, здесь мужские чары, которые контролируют, загадывайте желание.
то здесь мужские чары, которые полностью контролируют женское сознание, осознанное, да, и подсознание. Хорошо, давайте посмотрим теперь чувства. Ну ладно, хорошо, пусть он понимает, что он вас околдовал и пленил. Пусть. Дальше давайте смотреть тогда. Что чувствует к вам? Он чувствует, что вы зависите от него энергетически, сексуально. Здесь сила. Но также он чувствует к вам сексуальное тяготение. То есть он чувствует к вам страсть и влечение. Но это влечение он контролирует, а вы контролировать не можете. Именно от этого влечения вы и начинаете быть агрессивной. Вот теряете себя. То есть выходите из себя и, как я сказал, закипаете. Вот он, огонь женский. Вот он проявляется. То есть он чувствует, что, видите, здесь он лев, что вы пытаетесь его контролировать, а ничего не можете сделать с этим. То есть он чувствует над вами что? По дьяволу. Власть. Дальше идем. Что еще чувствует? То есть он чувствует, что контролирует вашу энергию. Слышите? Что еще чувствует, что вы сходите с ума, а он этим процессом управляет. Ну давайте еще одну карту чувств посмотрим, да. Ну и тройка жезлов, он чувствует, что это можно продолжать, стоит продолжать и нужно продолжать, и ему это выгодно продолжать. Это ему выгодно. И здесь, смотрите, огонь, огонь, огонь. Смотрите, тут вот расклад можно разложить просто больше в сторону, где мужчина полностью контролирует женщину, контролирует ее огонь, и он для нее сейчас господин, властелин, черный господин, белый господин. Но больше здесь темные карты. Они преобладают по энергетике. Сама колода темная, но здесь такие комбинации, где за светом скрывается тень. И эта тень, она выходит уже там, где мы не видим этого, да, то есть мы видим ее в мыслях, чувствах. Далее. Давайте посмотрим его планы на вас. Что планирует? Планирует продолжать и контролировать вас. Ему выгодно быть с вами, этому человеку. Не только финансово, но и вообще во всех интересах. А интересов у него может быть очень много. Человек может казаться одним, а на самом деле это абсолютно другой человек. Но он планирует с вами продолжать. То есть в контексте сгущения красок, если вы чувствуете, что у вас так идет, то он будет выжимать, дожимать, да, ситуацию до максимума, да, то есть он пользуется. Здесь вы удобный человек, вы здесь донор, а он здесь, не то чтобы акцептор, а он здесь император, да, такой. Хорошо, планирует продолжать. Ну а в хорошем контексте, если у вас все классно, то он хочет с вами быть дальше. Что еще планирует? Ну смотрите, все так же будет играть с вами. Вот она пятерка. И он будет играть на ваших чувствах, на самых глубинных чувствах. И обращаю ваше внимание, что делает он это легко и непринужденно. Вот этот момент вам стоит осознавать. То есть он продолжит свою игру на сцене, смотрите. Он хороший актер. Вот это актерская игра. И я так смею даже предположить, что это один из типажей мужчин, который может, знаете, вот у него женщин много, он их коллекционирует, он их там покоряет, он их завлекает. Но здесь он вами еще и вас еще как-то использует. Как он вас использует? Ну, тут уже смотрите сами. Ну, как минимум, либо вы работаете на него,
либо ему нужны деньги ваши, да, то есть это труд, да, деньги, труд, 8 пентаклей. Или он хочет, чтобы вы на него все время работали, да, или он может вас вампирить, кстати, ну, энергетически. Энергетический вампир тоже может быть. Окей. Ну и давайте еще планы. Ну, страшный суд здесь, какие планы. Будет вас использовать до тех пор, пока вы не потеряете оболочку. Оболочка — это тело. То есть он вас планирует использовать до последнего вздоха, да. Тут страшный суд, аркан. Больше эти отношения, они похожи на использование одного партнера другим, причем достаточно жестко в плане того, что он, знаете как, что вы со мной хотите сделать? Мы сделаем тебе маленькую ранку и высосем всю кровь. Всю до капли? Всю до капли. И здесь вот так. То есть оно как-то вот так лайт. И здесь вот женщина, она где-то вроде в роли жертвы, где она упивается своей жертвенностью, слабостью. И чем она сильнее и слабеет, тем ей больше в кайф. Как-то так. Ну, вот такое вот. Знаете, разные отношения бывают. Я уже пересмотрел вариантов и перечитал истории за горизонт. Ну, типичная ситуация. Хорошо. Особенно если у вас есть мезальянс, да, то есть там мужчина старше, или намного старше, или намного младше, да, там, или старше-младше, да, то есть есть. Хорошо. Как он будет проявляться по отношению к вам? Будет хитрить. Вот то, что я говорил. То есть отдаляться, уйдет, но будет уйду, пропаду, потом раз появился. То есть он вас будет обманывать и, ну как, либо переигрывать, давайте так скажем. Если вы считаете, что он вас обмануть не может, он вас будет переигрывать в шахматы. То есть он будет играть игру, вот она, эта карта центральная, вот игра в шахматы, вот здесь. Причем вы вроде бы как понимаете правила, вы вроде бы как знаете, как рокировку делать, как там проходная пешка, да, там, или через проход, да, пешка-проход, ну, то есть нюансы шахматной игры вы знаете. Но нифига не понимаете, почему он выигрывает, да, вот эта карта, вы не понимаете. Что еще, как он будет проявляться? Ну, то, что я вам говорил, вот, мы сделаем маленькую ранку и высосем всю кровь, да. Всю до капли, да. Ну, то есть он вас будет вот так любить, вы будете орать как не в себя, да, когда, особенно когда его нет. Будете орать, выпучивать глаза, там, да, страдать. Ну, потом он опять будет появляться, чтобы вас укусить, зацепить. Хорошо, дальше. Что еще? Ну, то есть он будет так вас любить. Мало того, он еще вам будет говорить: я ж тебя не держу, давай, у нас свободные отношения. Вот это свободная любовь. Это карта свободной любви. Никто никому ничего не должен. Ни денег, ни там, даже перед детьми никто ничего никому не должен. Здесь, хотя есть пажи, но могут быть и дети. Ну и будет вот так же вам постоянно разбивать сердце, терзать вас, вот мучить вас будет продолжать. Ну ок. Для чего-то вам этот плен пока что сладок. А для чего вам этот плен сладок, давайте спросим у Таро. Для чего вам этот плен сладок? Какая ваша цель? Не знаю, здесь цель вообще защититься или отстроить свои границы. У вас что-то с границами, по-моему. Вы себя, по-моему, по этой карте, вы себя не можете понять, это раз. И где-то границы свои не очерчиваете. Вот напишите, поставьте, у вас на паузу сейчас и напишите в комментариях, у вас с границами все окей вообще. Но здесь 7 жезлов. Кстати, у меня сегодня в коротком раскладе может быть даже и про этого мужчину. Ну, кстати, на этой же колоде, эта же карта и очень похожий мотив. Там. Посмотрите, кто думает о вас. Короткий мой расклад. Хорошо. А теперь давайте уже посмотрим, а что же он от вас действительно хочет. Ну, хорошо, он вами пользуется. Он вас держит в сексуальной зависимости, в магической зависимости, в ментальной, да, зависимости, в плотской зависимости.
Ну, что он конкретно хочет? Давайте 3 карты посмотрим. Вот 1, 2 и 3. Ну, отложу сюда колоду, посмотрим. Давайте. Первая карта что хочет? Смотрите, он хочет, чтобы вы постоянно как бы помогали ему, поддерживали его. То есть ему ваша роль донора, где он от вас берет постоянно, она ему выгодна. То есть вы ему выгодны, вы ему удобны. И даже я сейчас скажу такое, что может у вас волосы дыбом или мурашки по коже будут. Он может вас, наоборот, даже не унижать, а постоянно повышать вам значимость до такой степени, что вы в иллюзии думаете, что вы богиня, а он слабачок. Такое тоже тут может быть. То есть, или он вас постоянно где-то так держит под контролем, под жестким, и делает из вас слабую. А если он вас возносит, превозносит, то он тогда может так создавать вам имидж и играть с вашим эго, где вы покровитель. Он постоянно будет говорить: ты моя спасительница, ты спасаешь мне жизнь, ты меня так выручаешь, что бы я без тебя делал. Никто кроме тебя, а кто же еще кроме тебя? Он вас постоянно, вот, ну, это умение, это еще уметь так надо. Вовремя. Окей? То есть ему от вас нужен ваш ресурс. Деньги, силы, здоровье и так далее. Это раз. Ему нужна ваша красота, и красотой он пользуется. Рядом с ним красивая женщина, не забывайте об этом. И третье. Но и держать вас на дистанции он будет. Имейте в виду, это далекая карта. Но и перспектива ему нужна. То есть ему надо это продолжать. Хорошо это или плохо в вашей ситуации напишите. Вам хорошо или вам плохо от этой ситуации. Ну и третье. Он сделает все, чтобы вы держались за него 2 руками. И не представляли себе жизни без него. Если он даже захочет от вас и уйти, он вернется, потому что ему выгодно возвращение и уход от вас. Вот это вот движение туда-сюда, вот оно вызывает ваше вот это состояние. Поэтому, что он от вас хочет по-настоящему? Он хочет уйти, чтобы вернуться. А для чего? Чтобы вы жизни без него не представляли. А все почему? Потому что он искусный маг и манипулятор, который умеет управлять вашим сознанием, подсознанием и где-то, ну не где-то, а вторая часть это энергии. И здесь ответ ваш, для чего вам это отстраивание границы, проработка себя в границах. Где ваши границы, где его границы и так далее. Давайте еще ответим на несколько вопросов. Такие вопросы как: нужно ли вам продолжать эти отношения? Что карты Таро скажут? Нужно ли вам продолжать отношения? 50 на 50. Все зависит от вашего холодного ума. Давайте так скажем. Решать вам. Особенно если вы близнецы, весы и водолей. То есть вашего ума хватит. У вас от этого ума может быть и горе, как говорится, тут водолеи и весы, да. Но в принципе решайте сами. То есть тут как бы карты ни да, ни нет не говорят. Весы. Может быть как-то спокойной ситуации, может быть в другом раскладе будете решать. Но не здесь. Не на этом раскладе, как минимум. Есть ли счастье в этом, на всем? Есть. Есть рядом мужчина, из-за которого вы волнуетесь, по которому вы переживаете. А он сидит себе со своим бальбулятором, да.
изобретает новую формулу какого-то супер популярного гаша, например, я не знаю, да, ну, к примеру. Ну, смотрите, если счастье, ну да, если дело в мужчине, который должен быть рядом. Вот такое вот счастье. Но он есть, во всяком случае. Тоже такая противоречивая карта, это Скорпиония карта. Но я так склонен к тому, что все-таки вот мужчина вот такой вот вам для чего-то сейчас нужен. Ну, может быть, он вам и на всю жизнь останется такой. Будете балдеть в этой некрофилии, да, как говорится. Ну, так это я в кавычках говорю, да. Ну, в страхе. Будете балдеть в страхе его потерять. Хорошо. То есть есть какое-то свое скорпионие счастье здесь. В стиле а-ля Скорпион. Хорошо. Будете ли вы вместе по итогу? Да. Но объединение. И, кстати, эта карта была тоже в коротком раскладе. Вот посмотрите, он очень перекликается с этим. И напишите мне, он перекликается или нет. Может ли здесь быть треугольник? Ну, видите, в последней карте практически тоже прослеживается тройка. Ну, может, просто он манипулирует вами и еще какой-то женщиной параллельно. Где из вас он берет, например, там сексуальную энергию, из нее финансы, или наоборот. Или и так делает. Так, ну, так тоже может быть. Это конец или пауза между вами? Рыцарь Пентаклей — это пауза. Но эти отношения, они стабильны. Почему? Потому что по Рыцарю Пентаклей этот человек, ему это выгодно. Он даже может прогибаться под вас и опять-таки там петь вам любые дифирамбы, лишь бы только все осталось так, как было. Ничего не менялось. Уйти или остаться. Четверка жезлов. Ну, это карта завершения. Завершить только в том случае, если вы чувствуете, что у вас совершенно нету сил. А так пока что продолжать. Готов ли он вас потерять? Готов ли он вас потерять? Нет, не готов. Девятка пентаклей. Уж сильно вы роскошная, мадам. Готов ли или будет ли он вас возвращать? А он все сделает, чтобы вы никуда не делись. А вы не сможете никуда уйти. В чем проблема? Вы так плотно здесь к нему привязаны. И сексуальной энергией. Это энергия огня. И интеллектуальной. А вы никуда не денетесь. А куда вы денетесь с подводной лодки? Совет вам от карты Таро. Просто совет. Шестерка жезлов. Берегите свою энергию. И энергия огня, льва и света поможет вам найти свой истинный путь. Вниз по лестнице или вверх. Какой-нибудь решать вам. Красивая. С цветами вы, мадам. Ну, на этой ноте я закончу. Шестерка жезлов. Совет побеждать и беречь свою светлую энергию. И где-то, возможно, может быть, распутаться от темных пут мага манипуляционными наклонностями дьявола. Вот почему-то такой расклад сегодня вышел, а вы напишите свой комментарий, свои мысли, чувства и действия в ваших отношениях, насколько вам перекликнулся этот интересний, на мой взгляд, Таро розклад. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. І не забувайте допомагати силам світла, нищити сили темряви, які лізуть на світ, самі знаєте звідки. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі.